ребятки, вы находитесь на канале Лесовозный рейс. Ручкой помахай. Ручкой помахай. Ладно, в общем, ездил я вчера на охоту, друзья. Вот такая вот хренотень у меня тут. Вот так вот. Все забиты, все колеса забиты вот так вот глиной. Бьет вообще ужасно. Там вообще ужас, что творится. Короче, тащили меня грейдером. Вот, ну ладно, вытащили, до дома доехали. Собираемся мы, короче, в рейс ехать. Вот, но у нас не идет воздух. Леха вот сидит, сейчас спускали воздух с ресиверов. Думаем, что продавило. Короче, не идет воздух, не спускается машина с ручного тормоза. Вот, не знаю, сидим уже, мучаемся сколько времени. Сейчас будем, наверное, начнем уже краны греть, потому что уже перепробовали все, и воздух пускали, и все. Вот, ладненько, сейчас разберемся с нашим воздухом и поедем. Не знаю, куда поедем, предположительно это будет либо магистраль, либо Зимстан. Хочется съездить на Зимстан, наверное, поедем на Зимстан. Пока я ездил на охоту, Лешка у нас молодец, смотрите, что он сделал. Он у нас поставил туманки, теперь у нас есть туманки. Примерно такие же, как у Семена. Чё? Че у тебя с воздухом? Все нормально? Ты мне руку-то пожми, ну? Да, у меня с воздухом все нормально. Нормально все? Да. Счастливый человек. А ну-ка у нас что? Че он заднюю включал? Ой, ёб твою мать. Блять, у нас ступица течет. Друзья, у нас ступица потекла. Пойду Леху обрадую. Поедем с Сережкой Петровым. Ладненько, друзья, трогаемся со стояночки. Едем, в итоге мы на Зимстан. Вот. Повезем осинку. Говорят, вот хорошо подморозило сейчас на улице, вообще нормально. Минус 5, наверное, где-то. Все подзамерзло, вон, снежок вывалил, видно. Вот. И говорят, что дороги там хорошие, подмерзли. Ехать можно спокойно, уверенно. Кстати, короче, ступица потекла у нас в итоге. Сейчас залезали, смотрели, сейчас рейс сделаю. Ну, течет не сильно. Бутылка упала с водой. Течет еще пока не сильно. Рейсик сделаю, так как слот уже взяли. Надо ехать. Проверили масло, бортовое все нормально с маслом. Поедем сейчас, ездим и потом заедем, наверное, в гараж в теплый и будем менять сальник, смотреть, что к чему. Вот. Ладненько, выезжаем сейчас, зато не еще становимся, сходим, докупим сигарет. Вот. И попрем на Зимстан. Покушать я с собой взял, все нормально. Рейсик, я думаю, выйдет быстрый. Не думаю, что будем долго там стоять. Ну, по крайней мере, посмотрим. Буду на это рассчитывать. А то сколько раз ездил на Зимстан, так у меня все что-то какие-то попадал в какие-то очереди там по 18 часов, по сутки. Сутки стоял в очереди, сутки. Представляете? Надеюсь, в этот раз такого не будет. Вот. Все, 3 маленькие проходят. И это маленькая сюда поворачивает. Все, выезжаем. Усть-Кулома. Да, кстати, ребята, вот сколько раз ездил в Усть-Кулом, могу сказать, что в Усть-Куломе там всегда холоднее, чем в городе. То есть были такие времена, когда выезжаешь с города, минус 20 градусов, представляете? Приезжаешь в Усть-Кулом, там минус 35. То есть разница вообще такая прям ощутимая. Вот, поэтому там должно быть, по идее, холоднее. Все, Сережка за мной выехал, прям в паре, короче. Ладненько, все, едем, друзья, в сторону Усть-Кулома пока. Пока ездил я на охоту, пока мы ездили, искали лоська. Вчера ездили в Кимьяр, ребят, блин, по лесу, вы не поверите. Я по лесу вчера проехал в общей сложности километров 150 и ни одного перехода. Ну, по свежему снегу ездили, искали. В общем, ни одного перехода мы не нашли. Надо ехать куда-то в другие места искать. Лицензия открыта до сих пор. Вот, поэтому так. Пока, короче, ездил на охоту, Леха красавчик вообще. Леха поставил, значит, туманки вперед. Поставил туманочки, говорит, светят, говорит, еще лучше ближнего теперь. Ну, вечером посмотрим, проверим. Съездил машину на мойку, сгонял, помыл машину, значит. Ну, вообще, молодец, как бы, блин. Мы-то здесь под рамочкой нормально проходим, бодренько идем, то есть не притормаживаем, ничего, как обычно идем, так и идем. А вот Сережка сейчас, он там под рамочкой поползет. Почему? Потому что он по высоте, ребят, не проходит, у него высота там что-то
короче, 4 метра. Ну, у него впритык, прям впритык, но там есть все равно погрешности у весов. Мало ли пробьет, там, не габарит. Вот, тоже штрафы не маленькие, поэтому так. У нас река Сысола. Очень реки обмелели в последнее время, очень уж мелкие стали. Здесь летом, сейчас вода повыше, уровень воды, здесь летом вот посередине, там просто здоровый остров. Я тут на лодке летом хожу на моторе, так втыкаешься везде просто. В некоторых местах реку можно прям вот пешком перейти, то есть в некоторых местах даже можно перейти так, что даже трусы не замочишь. Во, а так вот будет правильно сказать. Кстати, да, друзья, только сейчас, короче, подумал об этом. Вчера ездили мы в итоге вот на охоту, да, вот я рассказал. Давайте я, наверное, короче, вставлю пару кадров. Сейчас посмотрите, как мы там буксовали. Блин, грейдер прошел, заровнял дорогу, жижа. Вот. И в некоторых местах я там так нормально подзастрял, что меня даже грейдером... Хорошо, грейдер оказался рядом, короче, грейдером меня вытаскивали. Вот. Давайте посмотрим пару моментов. Так что вот такие вот, друзья, дела. Ну, была бы грязевая резина, летняя это у меня грязевая, а зимняя шипованная. Вот, была бы грязевая, конечно, пободрее бы прошел, но так как резина уже не грязевая, то есть обычная резина, то есть, ну, шоссейка, ну, шипованная, вот, немножко как бы там в жиже-то и побуксовали. Зашли, короче, ребят, в Затоне купить сигарет. Вот там вот каток, коробка. Хоккейная коробка, вон она, видно ее, да. Я в этой хоккейной коробке занимался много лет хоккеем. Это еще школьные годы были, где-то, не знаю, сколько мне было. Ну, в школе я учился где-то в классе, наверное, в 5-м, в 6-м, вот я учился, и занимались мы там хоккеем, ходили. Ну, долго, лет 5, наверное, занимался хоккеем. Вот. Ну и потом, соответственно, перед армией все это дело я забросил. Теперь я не хоккеист, теперь я обычный лесовозчик. Погнали. Что купил, показывай. Что купил? Печенюхи к чаю. Слушай, ты сигарета что там, на 3 года запасы, да, что ли? Пусть останется, чем не хватит. Да. Ладно, все, короче, заехали в магазинчик, купили мне сигареток. Все, что нужно было, печенюх к чаю. Трогаемся дальше, едем. Товарищи полицаи, что ли, стоят? А, нет, показалось. А, да. Нет, не показалось, товарищи полицаи. Но я еду, как обычно, я не пристегнут. Ну ничего, меня они трогать не будут. Вон маленьких делают. В этот раз у нас река Вычегда, до этого переезжали речку Сысолу, сейчас река Вычегда. Но река Вычегда у нас немножко поглубже будет, она и пошире, она и... Ну да, тут с верховья, что верховья холода, вот и тянет. Шуга идет по реке, ребят, говорит, Вычегда, говорит, Вычегда такая с льдом. Немало уже так шуги-то. Да, в верховьях холодает, это по Моздина там и так далее выше, там холодает и оттуда тянет. Вот, то есть Вычегда у нас, грубо говоря, можно сказать... Первый лед, рыбалка, да? Да, да. Вычегда у нас, можно сказать, течет с северо-востока, а Сысола у нас течет, грубо говоря, с юго-востока. Вот, поэтому на Вычегде шуги больше, чем на Сысоле. Там теплее, понятно, Кировской области ближе, там теплее. Вот. Ну, не знаю, сейчас вот, конечно, как бы хочется, чтобы и потеплело, чтобы у меня маленькая вся глина, которая у меня забита в подвеске, в поддоне, везде, чтобы все это оттаяло,
чтобы можно было все это отмыть. Вот. Но с другой стороны, хочется, чтобы уже похолодало, наконец-то начать уже нормально зарабатывать, потому что уж очень много машин стоит, много простоев. Вот. И нужно работать. До Нового года совсем чуть-чуть, нужно заработать денежек еще в этом году. Итак, друзья, немножко важной информации, ну, по мне так она важная, кому как покажется, не знаю. В общем, друзья, многие в последнее время меня спрашивают мою личку, куда тебе написать, как с тобой связаться и так далее и тому подобное. В общем, друзья, хотел бы немножко рассказать, как, допустим, найти меня ВКонтакте или написать мне в Телеграме. Если вы находитесь сейчас с, допустим, компьютерной версии, да, Ютуба, ну, на компьютере сидите, то переходите на главную страницу моего канала «Лесовозный рейс». Там, где вот шапка, да, вот где вот написано, то есть где картинка лесовоза, где написано «Лесовозный рейс», вот на самой этой картинке в нижнем правом углу есть две кнопочки. Написано Telegram, ну, этот значок Телеграма и значок ВКонтакте. Нажимаете на значок ВКонтакте или на Телеграма, допустим, нажимаете на ВКонтакте, и вы переходите на мою страницу ВКонтакте. Все, хотите, если что-то написать, не обязательно как бы там просить там где-то в комментариях, просто нажимаете, добавляете меня в друзья, задаете вопросы. Вот, значит, это что касается компьютерной версии. Если вы находитесь на версии YouTube с телефона, в приложении, да, предположим, в ютубовском, значит, тут немножко все по-другому. Точно так же переходите на главную страницу моего канала. Значит, видите, там есть кнопочки «Главное», потом, ну, ссылочки, видео, плейлисты, прямо где-то, ну, вот они так в ряд находятся, да. Перелистываете на последнюю кнопку, называется «О канале». Кнопочка, ну, то есть идет главное, видео, плейлисты, там и что-то еще. И последняя кнопочка «О канале». Нажимаете на кнопочку «О канале», и там будут те же самые ссылки. Ссылки на ВКонтакте и ссылки на Телеграм. Вот, так что так, ребят, это была первая такая, ну, информация по поводу того, как со мной можно связаться не на Ютубе, в других где-то мессенджерах. Вот, по поводу второго, значит, такого небольшого, ребят, объявления, не знаю, хотел бы даже, наверное, это будет такая просьба. Просьба к вам, просьба к подписчикам. Ребят, ну действительно, у меня серьезная просьба. В общем, открыл я еще одну новую лицензию на приобретение гладкоствольного оружия, да, на охотничьего гладкоствольного, длинноствольного. В общем, друзья, ищу я себе ТОЗ 34. 34 ТОЗ, это вертикалка в 12 калибре. Вот, но их очень мало, большая редкость, ружья ценятся, и найти его очень сложно где-то там на досках объявлений. Если они попадаются, их очень быстро разбирают. Поэтому так, друзья, поэтому хотел бы обратиться к вам, кто местные, кто, допустим, предположим, Кировская область, Сыктывкар, ну, Коми, там, Ухта, Архангельская область, там, может, до Котласа, да, где-то по республике Коми, там, Усть-Кулом, все, что до Усть-Кулома, там, вот, деревни. Ребят, если у кого-то есть, если кто-то знает, может быть, у кого-то отец продает, может, кто-то сам продает, может, отец продает, может, дед у кого-то продает, может, лежит ненужное, думает продать, не продать. В общем, друзья, пишем мне, будем смотреть. Самое главное, чтобы мне достался хороший вариант. Соответственно, это хороший хромированный ствол, без раковин, без ржавчин, без шатов. Состояние дерева, в принципе, роли не имеет. Дерево все восстанавливается, но главное, чтобы железо все было в хорошем состоянии. Вот, поэтому так, друзья, поэтому если кто-то мне сможет помочь, если кто-то сможет мне помочь в поисках ТОЗа 34-го в 12 калибре, ребят, с меня Магарыч, поэтому как бы, ну, благодарю за помощь. Поэтому так, ребят, пошукайте, поспрашивайте, может кто-то знает, может у кого-то кто-то где-то продает. Вот, это была такая вторая, то есть первая была как просто информативная, да, такая часть, а вторая часть уже больше просьба, да, значит, если кто-то может, ребят, помогите, очень буду благодарен. Вот, ну а мы тем временем подъезжаем уже к Сторожевску. Вот, небольшой снежок начал идти, ну на улице минус, где-то минус 5, минус 7 примерно. Не знаю, сейчас Вольвочка пройдет груженая, посмотрим, на сколько у меня показывает. Так, сейчас надо переключить на температуру. Минус 7. Да, минус 7 показывает. Пошел снежок. Хорошо, подмораживает, нормально. Говорят, в лесу дороги твердые стали. Ну, колея есть, но колея замерзшая, так что едем сами, без тракторов, без ничего.
Да, ребят, хотели остановиться в Подтыпке, и я его пролетел. Что-то еду, Серега что-то в рацию там говорит. Я только подумал, думаю, надо было в Подтыпке, потом такой смотрю, о, Подтыпок, проехал. Блин, а Серега, говорю, я Подтыпок пролетел. Ну ладно, говорит, что теперь? Ладно, сейчас где-нибудь там остановимся, к Усть-Кулому, остановимся, чайку попьем, чешнюшек он купил, попьем чайку немножко. Думал остановиться, кофейку попить, да блинчики взять, а в итоге, короче, пролетел. Доехали уже до Усть-Кулома, ребят. Сережка там за мной сзади держится. Доехали до Усть-Кулома, сейчас прошли уже склад Восток, Паньоль. Сейчас вот будем поворачивать в сторону Зимстана. Перекресточек. Да, появляется небольшое легкое такое чувство голода, как будто бы, блин, вот не попил я все-таки чай. Так, Усть-Кулом, так. Мне, блин, помозина, чем я не... В общем, не попил я чайка, кофейка в Подтыпке. И вот чувствую, что уже скоро пора. Сейчас, я думаю, мы остановимся где-нибудь. Попьем все-таки чаек или кофеек. Чаек, скорее всего. Потому что у меня в термосе чаек. Поэтому будем пить чаек. В общем, друзья, вот часто я слышу свой адрес. Вот здесь такая стиральная доска у нас, поворотник выключили. Часто слышу свой адрес, то что, ну вот, типа, позитивный ты, веселый человек, да, и так далее. На первом моем канале там тоже люди пишут, веселый ты человек, и тогда бывает там пишут, радуешься, говорит, ты, говорит, как дитя, говорит, как малое, радуешься каким-то, блин, пустякам вообще. Да, ребят, действительно это так, я бывает радуюсь действительно пустякам. Сейчас вот хочу рассказать небольшую такую историю. Короче, телефон у меня, значит, динамик, по которым слушаю, когда вот при разговоре, вот слушаю, который верхний динамик, плохо работал, еле-еле, что-то там слышно, где-то далеко, непонятно. Ну, решил я, в общем, съездить его почистить, отдал я его, значит, на ремонт, взяли с меня 1000 рублей, снимали динамик, полностью чистили, там мембранный он, водонепроницаемый телефон, поэтому мембранный динамик очень сложный, там процедура чистки. Вот, он мне почистил его, значит, телефон отдал. Я на первый звонок сделал, блин, там так все классно слышно, просто, я говорю, мне раньше там по дороге идешь, машины ездят по дороге, ничего не слышу вообще, одно ухо затыкаю, этим прижимаю, ничего не понятно. Сейчас хоть бензопилой пили возле меня, я все четко слышу, давай друзьям звонить, я говорю, пацаны, динамик поменял, радуюсь. В этот момент, как бы, мы идем, все это, значит, с женой мы шли в магазин, заходим в пятерку, она там берет продукты, какие надо, подходим на кассу, значит, я стою и, ну, звоню очередному, значит, товарищу своему, и я говорю, блин, Олежка, я тебя так классно слышу, блин, туда-сюда, радуюсь, ну, вот, действительно, вот как вот сейчас примерно, да, то есть это вот так вот происходит, просто рассказываю про то, что мне, блин, почистили динамик, у меня жена на меня такая смотрит, она такая, ко мне такая подходит, ну, приближается ко мне такая, говорит, Саша, на тебя уже, говорит, кассир, говорит, странно смотрит. Я действительно, ну, кто меня знает, да, тот знает, что я, вот, допустим, радуюсь каким-то мелочам, там, вот, вообще, как бы, нечего унывать, надо жить на позитиве, вот, а кто, допустим, меня вот не знает, например, та же самая кассирша в магазине, я думаю, она думает, что я там с психушки какой-то сбежал просто, вот, ладненько, мы повернули в сторону Кирчоми, сейчас еще раз мы переедем через реку Вычегда, ну, это уже у нас, ну, не прям верховье, ну, такие себе верховья Вычегды. Дорога такая уже хорошо снежная, газелисты догоняем. За мной так пылит нормально, я там даже Сережку и не вижу. Вот, пыль стоит. Давайте газелиста обойдем, что-то он уже совсем медленно едет. Километров 30, наверное, в час. Совсем стиральная доска пошла. Вот вы слышите, да, наверное, все вот эти звуки. Ну, лучше пускай будет вот такая стиральная доска. Здесь вообще до этого, пока не было снега, когда еще летом ездил сюда, здесь ямы были такие мягкие, продавленные ямы, песок. И, ну, лучше ехать вот так вот, потихоньку, но по твердому,
чем по мягкому. Вот это вот и перерасход топлива большой, машину напрягаешь. Керчомская объездная. Прямо вон там поселок Керчемья. А нам нужно сворачивать направо. Поедем по объездной. Да, друзья, скользко, вон видно, вон у меня прицеп складывает. Чуть-чуть на тормоз нажал, и прицеп сразу поволокло. Так, надо передачу ниже включить. Груженные две машинки Керчемья объездная. Какие груженные? Пустые две машинки. Груженные две машинки. Хотел спросить, груженные есть, а в итоге сказал груженные две машинки. Почему сказал? Потому что вот все друзья вот по этой стороне едут. Видно по бетонке, там вот поверху никто не ездит. Там один кто-то проехал, а все едут вот здесь. Просто как бы нам здесь встретиться с груженным. Не знаю, не помню на каком канале здесь ездят. Был здесь последний раз месяца 2 назад, то ли на 11-м, то ли на 10-м. Мне помнится, что на 10-м. Серега Петруха говорит на 11-м. Не знаю, сейчас поедем пока на 10-ке. Надо, короче, встретить какого-нибудь груженого и до него докричаться и узнать, какой все-таки, на каком канале здесь ходим. Что везде по-разному. Где-то на 13-м, где-то на 11-м, здесь, по-моему, на 10-м. Вот один из подъемов зимой. Да, мы спускаемся, но почему-то они посыпанные. Братом груженный. Ну, когда вот скользко, гололед, туда у него очень тяжело. Ну, по бровке как-то, если уж совсем все плохо, то приходится цепочки одевать. Так, конечно, ходом можно его взять. Главное, чтобы дорога вот, то, как обычно бывает, знаете, спуск, да, внизу мостик какой-нибудь разбитый с большими ямами, а потом сразу идет подъем. И вот и разогнаться не разгонишься, потому что мостик разбитый. И ходом ты его не можешь, не может у него забраться. Приходится цепи одевать. Зимой часто на цепочках ездят. Ну, сегодня, я надеюсь, не придется цепи одевать. А то мне кажется, друзья, что я уже даже забыл, как это делается. Я так давно цепи не одевал. Я последний раз цепи одевал в январе месяце, наверное. Что-то мы куда-то за Кайгородок ездили, оттепель была. И очень-очень скользко было, То есть на тормоз вообще, только чуть тормоз заденешь, все, прицеп сразу начинает куда-нибудь скидывать. Вот тогда, помню, на цепочках, когда мы ездили, уже ни в горку не подняться, ни в какую не можешь, ничего. Цепи, короче, заржавели. Это хорошо, ребят. Вообще всем желаю, всем водителям, чтобы у каждого заржавели цепи и заржавели ключи. Вот, только ключ, который на старт, чтобы не ржавел, так, как говорится, да. Вот, так что так. Вот еще один подъемчик, ну, посыпанный, ничего, нормально. Здесь видно, недавно еще пусовали. Где-то у меня есть видеоролик на канале, я здесь вольвочку белую тащил. Или вольвочка, или скамеечка была, не помню уж точно. Я прошел ходом, а он пройти не смог, встал на середине. Я вот тросом вытаскивал. Две вольвочки груженные идут. Постоим, пропустим. Это подальше еще машинка должна идти. На бракетской груженной стоял. Трезвую знать, слышно? Принял. Говорят, где-то еще одна машинка идет. Так, ребят, груженному встречечку оставили. Нам посыпано, потому что Сереге крикнул в рацию, предупредил. Я говорю, груженный по встречке идет, потому что он там за поворотом. Сейчас они на повороте прям встретятся. Ставил ему встречку, потому что встречка посыпанная у него. Ну и не бетонка. Мы
бетонки спустились аккуратненько. Здесь тоже шуга идет. Добрались до Зибстана. Приезжаем в Брагерское. Поселок, село Зибстан. Скамеечка еще одна груженая выползает. Вольвочка какая-то там стоит. Нет, показалось мне. Вот маленькая стоит какая-то с антенкой. Не знаю, кто это может быть. Кто это может быть? Сервисная служба. Короче, не знаю, что за сервисная служба, ребят. Но я жилеточку с сапогами одену. Ладно, все. Талончик выписали. Грузить будем баланс осину. Что-то объяснили мне, куда-то, ребят, надо за вахту ехать. Не знаю, не было я там еще, до вахты я не доезжал. И что-то, какое-то определение нам не сказала. Едем. Что-то я не понял. Короче, едем по часовой. Ну, то есть заезжаем одной дорогой, выезжаем другой, я так понял. Ладно, до погрузки доедем, там уже определимся, куда нам выезжать. Вот этот подъемчик не посыпанный. И уже еду, буксую. Трясет еще сильно так прям. Короче, по накатанному идешь, так подбуксовывая, где подбуксовывая, там стараюсь по снегу ехать. Снег хорошо цепляет. Очень сильно трясет. Ну, все, буксую. На самой на верхушке. Что там, парни, машин много? Нет, там, по-моему, 2 машины только что. И то пока доедете, уже погрузится, наверное. Женька, ты что ли? Да. Здорово, здорово. Здорово. Привет ютуберу. Всем подписчикам привет, да? Да, ставьте лайки, жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Красавчик, Женька, красавчик. Давайте, парни, Шершайникова. Взаимно. Грейдера стоят на готове. Сейчас еще грейдера здесь шлифанут. Мягкий вот этот снежок, который навалил вот с краю. Сейчас они все это почистят. Вот. А раньше здесь, сейчас в этом году только Монти сюда пришло возить. Раньше здесь другой заготовитель был. А грейдеристы вот стоят. Раньше здесь был другой заготовитель. И не особо тут как бы, ну, дороги сыпали, чистили, как бы так было. А у Монти все строго, поэтому в этом году здесь дороги будут хорошие. Сейчас это все дело замерзнет, все отполируют так, что здесь, ребят, здесь лучше асфальта на трассе будет. Еще если будут сыпать по стоянку песок, да, тут можно рейсы хорошие делать. При том, что не помню, кто-то мне говорил, ну, я это точно не могу утверждать, просто может быть это, конечно, и слухи, может быть домыслы, может быть и правда, я не знаю. Но говорят, что здесь на Зибстане напиленного леса лежит больше 500 тысяч кубов. Вы себе можете вообще представить этот объем в 500 тысяч кубов? Просто, ну, я вот, например, смотрите, я могу представить объем примерно в 20 тысяч кубов. Ну, вот я знаю, сколько это примерно 20 тысяч кубов, ну, вот этот пункт у леса, да, приблизительно. Но что такое 500 тысяч, я вообще не представляю. То есть у меня даже в голове не укладывается. Я столько леса в одном месте никогда не видел. Вот, но здесь лежит 500 тысяч кубов. Ну, естественно, не в одном месте, на разных делянках. Вот. И за зиму нужно весь этот лес вывести. Ну, что-то, естественно, увезти на склад Восток. Ну, вот будем перевалки, я думаю, делать. Вот, если будут хорошие дороги, так можно тут зимой
делать 2-3 перевалки, рейс на город, 2-3 перевалки, рейс на город. Ну, это при том, что будет погрузка хорошая, не будет у нас очередей и будут хорошие дороги. Вот, тогда зимой можно будет денежку подзаработать, при том, что в этом году, опять же, слухи ходят, что, ну, это уже даже, можно сказать, не то, что слухи, уже подтвержденная информация, что Монди поднимает расценки на перевозки, то есть зарабатывать мы начнем немножко больше, потому что последний раз расценки поднимались 3 года назад. Вот, и в этом году опять будет поднятие, ну, что-то небольшое, порядка 10%, 8-10%. Ну, опять же, это не точная информация, это просто я вот говорю то, что где-то слышал. Вот, и, то есть, будем зарабатывать немножко побольше. Ну, допустим, если, предположим, отсюда рейс у меня сейчас выйдет 1007, то, ну, грубо говоря, если даже поднимут на 10%, будет выходить уже 7700. Вот, так что такие дела, ребят, такие дела. Пустые 2 машинки к вахте подходим. Не понял. Блять, кирпич. Ребята, принимают кто-нибудь? По карте нарисовали направо к вахте, но тут кирпич висит. Под кирпич ехать или прямо? Не поедем, давай вон туда, наверное, по знаку. Не зря знаки висят. Да, чего скорее, наверное, прямо хуйнем. Да, ребят, короче. Ну, по карте нарисовано было то, что надо было сюда повернуть. Вот, но знаки висят, я думаю, не просто так. Видать, нам нужен следующий поворот, не этот. Ладно, выезжаем. Короче, поедем по знакам. Не знаю, по карте посмотрел, нарисовано было так, что нам нужно было повернуть именно здесь, туда, направо. Вот. Но там висит кирпич, естественно, под кирпич мы не поедем, ясно, понятно, односторонне. А сюда знак стоит односторонний. Я наваливаешь боком, бля. Да, боком наваливаю. Скользко, газу даю, машина боком идет. Ладно, едем так, пока пробуем. Ну так, дорога вот накатана, видно, здесь ездят. То есть, значит, мы едем правильно, по сути дела. Еще один, друзья, такой затяжной спуск, но это уже такой покруче будет. И затяжной очень, метров 400, наверное. Спускаемся. Непривычно еще. Чуть-чуть тормоз нажал посильнее, и все уже. Прицеп скидывать. Непривычно еще, друзья, немножко, ну, после того, как летом поездили по пескам, да, по асфальтам, непривычно еще ездить по таким дорогам. Да, вот смотрите, видите, прицеп мой там видно. Вот он складывает, в общем. Такой длинный спуск, а за ним сразу длинный подъем. Ладно, давайте забираться. Сейчас мешком возьмем. Хорошо, хоть не тает на улице. А, нормально, уверенно он идет в подъемчик. Отлично. Что там, Серегу сзади не видать. Ну, поднялись. Сосны.
на горизонте стоят. Пальмы. Да, вот чувствуется, друзья, что приближаемся к хребту к Уральскому хребту, то есть это юг Урала, южный прям Урал. Вот. Очень-очень близко мы от него здесь находимся. Тут вот в ту сторону, он совсем рядом, ребят, там километров, может, да, даже 100, наверное, нету, меньше. То есть хребет Урала, Уральских гор, ну, южная егоная часть. И вот вся дорога у нас вот таких вот спуск, подъем. Да, у нас здесь тоже есть, друзья, и спуски, и подъемы. Где-то в комментариях мне совсем недавно писали, мол, типа, ну, мы не лесовозчики, а мы так, перевозчики-паркетники, так сказать, да, типа, вот мы там, вот где-то возим, мы там такие, все молодцы. Ребят, да ради бога, возите. Зачем об этом писать, там, я не знаю, бить себя, ну, что за понты, вот, ну, действительно понты. Мы там все такие крутые, мы там на сканиях на 6/6 ездим по подъемам. Ну, так ради бога ездите, в чем проблема-то? Были бы у нас такие подъемы, были бы у нас скании 6/6, и мы бы ездили. Так у нас тоже вот все спуски, подъемы. Старые делянки. Такие вот. Старенькие. Там опять подъем спереди. Далеко мы уже уехали, где-то от города мы сейчас находимся на расстоянии 300 с лишним километров. Где-то километр, ну, от города это 350. Вот, то есть, грунтовки, ну, у нас уже где-то 150, то есть километров назад асфальт закончился. Едем вот по такой. Хорошо, уверенно машина идет по скользкому, обратно попривык, то есть зимы уже, с той зимы забыл уже, как это она ездит, где она буксует, где нет. Ну, сейчас уже все вспомнилось, уже уверенно в подъемчике ползем. Так, немножко стали подбуксовывать. Старый лес лежит, очень старый. Не знаю, года 3, наверное, ему уже. Вахту проезжаем. Что-то там на погрузке где-то грузят. Я кричал. Но на их слышу, мне не отвечает. Спрашиваю, можно до погрузки дойти? Нет. Молчание в ответ. Ну ладно, размолчим, значит, заезжаем. Какой черный ворон здесь, а? Взлетел только что под левым колесом. Лайненько, раз не отвечают, значит, либо можно, либо как-то, я не знаю. Ну ладно, в общем, заезжаем. Идем, все правильно, табличка стояла, нам нужно 78-й квартал. Вот, 178-й, табличка стояла, 178-й налево, мы повернули налево, так что все правильно, мы едем. Правильно, никто не отвечает, что это. Один на погрузке вышел с машины. Другой получается вот здесь вот. Что надо, я не знаю, наверное, у него спросить. Пойду спрошу, можно ли дальше ехать. Сейчас узнаем у него. Сходил, спросил у груженого, я говорю, что там, куда-то можно заехать? Да, говорит, за поворотом там, говорит, широкое место есть, говорит, на пригорочке. Может, вдвоем, говорит, влезете. Сейчас я один пока зайду. Серега там остался в разъезде. Там, говорит, наверх поднимешься, там, говорит, есть широкое место, вдвоем, говорит, встанете. Сейчас посмотрим. В итоге мы опять едем задом. Потому что мне сказали, что тут широко, тут можно встать. А где мы нахрен встанем, если тут, не особо широко. И просто тут еще склоны такие, налево склон, направо склон. Сейчас так немножко прицеп прижмем к правому борту. Короче, склоны, и сейчас остановлюсь, потом тяжело трогаться, можно будет даже и не тронуться. Ничего, должны влезть, в принципе, не так-то уж здесь узко. Ладно, пока едем задом,
жопным ходом. Так, сюда смотрим. Все, отлично. Так, будет мне достаточно. Все, сейчас прижмемся на внутреннюю сторону. Да, друзья, так достаточно скользко. Ну, то есть, ну, катится. Вот, она скатана. Хотя даже вроде бы как будто бы подсыпали немножко. Ладно, пойдем посмотрим, что у меня там со ступицей. Да, ступица течет, друзья. Течет. Маслом подзакидано. Но не было у нас, значит, не было у нас вариантов. Надо было ехать, потому что тайм-слот на погрузку уже взяли. Ничего, масло мы проверили перед выездом в бортовой. Масло в уровне. Вот, сейчас приедем, выгрузимся и будем менять сальник. Сальник-то недолго поменять, ну, как запружило хорошо. Так, нормально. Сальник недолго менять. Ну, то есть колокол с барабаном скинуть быстренько. Делов на пару часов. Все, отметочки я поставил. Вот синенькая. 1.8 и там 1.8, 1.7. Это у нас будет чуть меньше 30 кубов. Вот, последнее время на ЛПК стали добавлять. Такая чистая машина. Вот, кстати, туманочки. Кстати, надо включить их, посмотреть, как они горят. Вот, отличненько. Такие вот туманочки. Леха говорит, светят, говорит, лучше ближнего, говорит. Вот, ну посмотрим, он их отрегулировал, я надеюсь. Ну и что, вечером посмотрим, может быть, отрегулируем. Вот. Сейчас там вольвик у нас загрузится. Вольвочка. Погрузка там идет. Погрузка идет. Ладненько, все, друзья, ждем, пока догрузится вольвик. Вольвик выходит, мы с Серегой заезжаем, разворачиваемся и под погрузку. Одна машина передо мной, всего одна машина, и то я приехал, она уже грузится стоит. Вот это рейс, вот это я понимаю, да, нормально. Вот. На улице уже начинает смеркаться потихоньку. У нас закат с 15:04 вроде, через полчаса закат, то есть в 4 уже будет темно. Давай, разворачивайся. Ладно, поедем на погрузку, грузиться осиной. А у нас у обоих осина. А там погрузчик-то что-то это не особо прям быстро грузит. Все, друзья, погрузочка пошла. Вот. Ну, немножко медленно немножко грузит. Ну, точнее, грузит нормально, просто есть те, кто грузит быстрее. Ну, главное, чтобы аккуратненько все, я его подкорректировал, куда что грузить. Сейчас закидаем 3 пачки и на выезд. Вот так вот, друзья, теперь светят мои туманочки. Отлично. Хорошо светят. Так, ладненько. Вязочки мы уже закинули. Вот. Подождем Петруху, друзья. Короче, очень удачно мы приехали. Потому что сейчас выходил груженый. Встретился мне пустой. Короче, сейчас Петруха грузится, Серега. За ним уже стоит 2 машины там.
одна машина здесь, 2 машины уже, получается 5 машин. А мы приехали, перед нами была всего одна. Поэтому очень удачно мы попали, очень удачно мы загрузились. Ладненько, я пока пойду залезу, вскипячу чайничек в кабину, вскипячу водичку, наберу термос еще раз. С Серегой выедем на Бракерскую, выпишем документы и, наверное, надо будет покушать. Покушаем и чайку попьем. Ну все, друзья, подождал я, постоял немного Серегу загрузили, Серый выехал долго, он там ковырялся своими обвязками. Суть в том, что у него обвязки тряпичные, а у меня троса. У него эти тряпичные обвязки просто были сырые, замерзли. И он долго-долго с ними. Короче, нормально у меня так светят фары, мне так прям нравится. Туманки, плюс дальний. Прям хорошо так все освещается. Ладно, все, мы тронулись в сторону Бракерской, будем писать документы и прямым ходом пилим на выгрузку. Ну, конечно, покушаем еще на Бракерской сейчас. Чайничек я заварил, сейчас до Бракерской доедем, покушаем. Вот. Ехать тут недалеко, до Бракерской километров, наверное, ну, около 40, наверное. Короче, 40 километров вот такой дороги хорошей, лесной, и мы на Бракерской. Доехали обратно. Над бортом мы уже. Рейдера уже здесь стоят. Дорогу пошкребали. Ну хорошо, они сейчас туда-сюда будут так кататься. Быстро выровняют дорогу. Дорога будет ровненькая. Красавчики, молодцы ребята. Вот, ну а у нас горит красный, пока перед нами машина. Не знаю только почему он, конечно, так встал. Хотя ладно, нормально встал. Сейчас машину, значит, машину сейчас выпишут, вот эту вот переднюю, у нас загорится зелененький, и мы поедем под рамочкой, пройдем. Все, поехали. Так, вот эта рамочка сама, сейчас мы под ней пройдем, и она померяет нам высоту, скорость движения в районе 3 км в час, вот так вот потихонечку проезжаем. Все, ребят, Серега тоже документы выписал. Пришел ко мне, сидим, кушаем. Тефтелечки с гречкой, яйца, чаек, майонезик, печеньки. Короче, друзья, все как в лучших домах Парижа и Лондона. Такие дела. Ладненько, сейчас покушаем, да, будем трогаться в сторону города. Хорошо так, нализанные подъемы уже. Многие, видать, буксуют на подъемах. Что я уже вот 3-й подъем еду, у меня буксует. Приходится по снежку, краешком. Ничего, поднялся. Да, короче, друзья, ехал, а Вольво в подъеме не поднялась. Я, блядь, пока тормозился, а здесь спуск. Ну вот видно у меня прицеп, вот видите, как стоит. Короче, ладно, сейчас берем песок. В первую очередь надо мне самому себе немножко кинуть, потому что я уже так тоже плохо стою. Откидаем вольвочку. И надо, чтобы вольвочка поднималась, надо весь этот подъем все откидать, короче, доверху. Ладно, я беру эту лопату и пошел кидать. Сейчас Сереге сказал, Серега, говорю, надо сыпать. Серый говорит, сейчас, говорит, подскочу, только вот он, блядь, близко прижался-то ко мне. Ладно, сыпем, короче. Все, откидали подъемчик, друзья. Все, откидали. Человек не особо опытный, говорит, первый раз зимой еду. Я ему сказал, не газуй, просто тронется и все, и потихонечку езжай. Все, ехай. Все, пошла, родимая. Пошла, родимая, пошла. Правда, я ему откидал, короче, вот здесь. А он едет не по песку, получается.
Все отлично. Откидали, короче, друзья, вот оттуда снизу видно, да? Вот мы все откидывали. Я серединку взял откидывать, а Серый взял откидывать верхнюю часть дороги. Ну, главное, чтобы он сейчас вот тут не встал. Все, вроде едет. Я ему сказал, там, говорю, где маленькая стоит, маленькая, прижмись. Вот, мне кажется, он встанет опять. А? Хули он встал опять, ёпта. Так он газ дает, ёпта. Поехал. Все, нормально, пойдет уже. Все, красавчик уехал. Ну что, Сергей Александрович, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, нормально все? Нормально все? Конечно. Ладно, поехали туда. Ты только нас не обгоняй, ладно? Не, я же Груженные спускаемся к Керченскому перекрестку, идем по встречке. Короче, друзья, нализано очень сильно. Сейчас только тормоз я погладил на спуске, как у меня прицеп уже бровку как бы чистил. Ладно, помогли Вольвику подняться. Ну, в общем, говорит он, что первую зиму работает, первый раз в таких условиях, ничего не знает. Ну, кое-что объяснил так по-быстрому. Он там начал дорогу 15-сантиметровым слоем песка закладывать. Я говорю, не надо столько, я говорю, ложи чуть-чуть, рассыпай и все. Вот. Потом он еще и на 15-м канале ехал, я говорю, на 10-ку переходят здесь. Вот. И так на будущее сказал ему, что, говорю, даже минус 30, если на улице зима лютая, стоит мороз, если нужен песок, смотрим, ищем елки, сосны, заходим в лес и прямо между корнями начинаем копать песок. Там песок есть всегда. Да, обочина будет мороженая, там, допустим, овраг, значит, канава возле обочины будет мороженая, а вот в лесу, в бару будет всегда песок. Я как-нибудь, ребят, проведу эксперимент, я покажу, ну, кто не в курсе, я просто покажу, как это делается. Где-нибудь, давайте, наверное, в январе месяце, давайте, вот, когда все проморозит уже нормально, я вам покажу, как добывать песок в любой вообще местности. Вот, так что так. Ладно, все, вышли уже, дорога Керчёме-Усть-Кулом, до Усть-Кулома километров 20-25. Доедем до асфальта, протянем лес и попрем дальше. Друзья, надо протянуть обвязочки, немножко ослабли. В принципе, не так-то уж сильно они и слабли. Эта машина нормальная, сейчас прицеп еще протянем. Что, друзья, надо почистить вот это хозяйство. Гаишники сейчас будут в Усть-Куломе не стоять. И за грязный номер прилетит. Потом еще в Затоне перед городом почистим. Итак, други, время у нас 00:00. Такое вот время я поймал. Остановились мы перед Затоном, в Затоне перед городом. Почистили номера. Вот, снежит, пуржит сильно, поэтому номера все затянуло. Остановились, почистили. Потому что дяди полицейские тоже ушлые такие есть. Они вот знают, что сейчас вот первый снег, сейчас вот заметают номера. Водители многие к этому не готовы, забыли про то, что номера надо чистить. Сейчас они в городе будут стоять и тормозить всех подряд. И выполнять план по штрафам за нечитаемые номера. Вот, но мы будем на шаг впереди. И номера почистили. Поэтому так, ладненько, проезжаем уже через город. Вот, немножко так подкимаривать стало. Ну, не то чтобы даже подкимаривать, а такая какая-то вялость появилась ближе к ночи. Вот,
Вот. Ну, в среднем, в целом еще как бы бодрячок. Вот. До выгрузки доедем, выгрузимся. Вот, и где-нибудь ляжем спать, наверное. Такие вот сейчас новомодные светофоры. Блин, такой светофор его видно, я не знаю, ребят, за 3 километра, наверное. Такой вот светофорище. Здесь поселок Краснозатонский. Это Сосновая Поляна. Здесь вот проезды. Ну, Сосновая Поляна это как микрорайон такой, ну, местечки, ну, не знаю, как правильно назвать. Короче, построили там новую школу, запустили ее только в этом году. Или в том. Не, по-моему, в этом. В этом году запустили новую школу. Светофор с кнопкой стоит. Школьники ходят. Друзья, нормально так уже снег идет. Не знаю, не передает, наверное, камера. В общем, снег все валит и валит. Ночью что-то все усиливается, усиливается. Не знаю, ночью, наверное, вообще нормально пойдет. Хороший такой снежок. В общем, наконец-то пришла зима. Очень меня это радует. Главное, чтобы сейчас все это не оттаяло обратно. Ну, блин, ребят, весы-то не работают. Я думал, сейчас какой-то экшен будет, потому что вот с Кулома тронулись, информация прошла, что весы работают, и всех подряд останавливают и загоняют, взвешивают. Ну да, вон следы есть, взвешивали ребят кого-то. Вот, останавливают, загоняют, взвешивают. Вот, а по факту весы не работают. Но я бы смело заехал, я везу 28 кубов, у меня 23 тонны. Вот, я бы с легкостью прошел, чтобы запас бы был. Так что так, друзья, я думаю, что на этом видеоролик подошел к концу, потому что чувствую, я там уже набрал минут, наверное, на 50. Многие, кстати, жалуются, говорят то, что Саня, куда такие длинные видеоролики там? Вот у меня, например, батя бывает, нет, досмотрит, говорит, я, говорит, ни один видеоролик от начала до конца не посмотрел, потому что просто я, говорит, я не вытягиваю. Вот. Так что будем закругляться. Все, друзья, все, кто смотрел видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Всем, кто сейчас кушал, всем приятного аппетита. Всем до встречи, всем пока.